Всем привет! С вами Натали, и вы на канале Наслаждайся вкусом. Сегодня готовим пышные вареники на пару. Этот рецепт мне достался от моей бабушки из Полтавской области, только я внесла некоторые корректировки. Вареники получаются очень пышными и вкусными. Давайте готовить! Ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому кефир, творог, яйцо вынуть из холодильника заранее. Я использую кефир жирностью 2,5%, творог 15%. Он не кислый, не сухой и в меру влажный. Начнем с приготовления теста. В миску вылить кефир, добавить соль, просеять муку вместе с содой. Хорошо перемешать. Стол присыпать мукой. Вывалить массу. Сверху тоже немного присыпать. Вымешивать примерно 5 минут. Тесто получается мягким и не липнет к рукам. Обмотать пищевой пленкой. Бабушка всегда накрывала кухонным полотенцем и оставляла, чтобы тесто отдохнуло минут 15-20. А пока подготовим начинку. В творог добавить яйцо, ванилин, сахар. Перемешать до однородности. Для смазывания вареников растопить сливочное масло. Готовить будем их на пару. Я приспособилась к такой конструкции. У меня кастрюля 3-литровая, поэтому наливаю примерно литр воды. Сверху устанавливаю металлическое сито. Оно, правда, больше диаметра кастрюли, но это не мешает вареникам отлично приготовиться. Бабушка натягивала на кастрюлю влажную марлю и готовила вареники на пару ровно 5 минут при закрытой крышке. Опытным путем я пришла к тому, что на этой конструкции лучше всего вареники получаются, если их держать 6 минут. Поэтому советую вам приспособиться к своему варианту. Конечно, их можно приготовить в пароварке, но если ее нет, эти варианты отлично подойдут. Тесто отдохнуло, снять пищевую пленку, выложить на стол присыпанной мукой. Сверху тоже немного присыпать. Раскатать тесто толщиной примерно 5 мм. Бабушка тесто не раскатывала, а делала жгут и нарезала на одинаковые кусочки. Вырезать кружочки. У меня диаметр кольца 6 см. Не делайте большие кружочки, иначе вареники раздуются и будут очень крупные. Оставшееся тесто собрать, раскатать и вырезать кружочки. И так, пока не останется теста на один кружок. А пока завернуть в пищевую пленку, чтобы не подсыхало. Выложить начинку, примерно по чайной ложке. Имейте в виду, что творог рассчитан впритык и его совсем не остается. Включить плиту, чтобы закипела вода. Формирую вареники, присыпаю стол мукой. Тесто немного вытягиваю в овал, соединяю по центру. Вдавливаю начинку сначала с одной стороны, защипываю, затем с другой. Не делаю никакие косички, чтобы край готовых вареников оставался нежным. Из этого количества ингредиентов получается 22 вареника. Вода хорошо кипит, сито ничем не смазываю. Выкладываю вареники на расстоянии друг от друга, чтобы не склеились. Помещается 5 штук. Закрываю крышкой. Держу на пару 6 минут при постоянном кипении воды. Вареники очень хорошо увеличиваются в объеме, становятся пышными. Если их передержать, они получаются более плотными и непористыми. Тарелку смазываю растопленным сливочным маслом. Выкладываю вареники. Сверху хорошо промазываю маслом. Чтобы не остывали, можно перенести в слегка промасленную миску, накрыть крышкой или кухонным полотенцем. И так приготовить на пару все вареники в несколько заходов. Соусник со сметаной первым спешит на подачу.
Вареники рядышком располагаются. Пышные, нежные, с пористой оболочкой. Вкус сливочный, ванильный, творожный. Их можно готовить с любой начинкой. Приготовьте пышные вареники на пару и наслаждайтесь вкусом.